Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале о вязании. Меня зовут Катерина. Сегодня у меня вступительное видео в совместный проект «Вяжем сумки», который организовала Валентина Романчук. Ссылка на организатора будет под этим видео. Наш проект продлится с 10 апреля по 15 августа. И вот в условиях нужно обязательно снять вступительное видео и ответить на вопросы тега. Сумок много не бывает. Но я это сделаю немного позже. А сейчас вот у меня видео о вступлении. И сразу хочу сказать, что проект очень интересный. Все девочки любят сумочки. Сумочки не только кожаные бывают, как вы знаете. Мы рукодельницы, мы можем сумочку и связать. Кто крючком, кто спицами, кто какими-то другими способами. И, кстати говоря, хочу сказать, что у меня тоже будет совсем другой способ. Я планирую повязать сумочки не спицами, не крючком. У меня есть для этого специальное приспособление. Ну, не именно для этого, а вообще вот как бы стоит у меня вот такая вот штукенция дома. Наверное, многие знают. Это машинка фирмы Prüm Maxi, которая вяжет по кругу и поворотными рядами. То есть, если по кругу вязать вот вниз вот этот вот, ну, вот эту вот штучку, если поворотными рядами, то вверх. Но чаще всего, конечно, я вязала вниз, и я вязала по кругу. Вот, вяжется вот таким образом, то есть крутишь, и здесь вот иголочки вылазят. Вот, не видно. Вот иголочки, видите? И вот они тут зацепляют. И, в общем, получается такое полотно вниз. Хочу использовать эту свою машинку. А то бедняга стоит уже, знаете, с какого? С 8-го года. Но она, конечно, у меня окупилась. Она даже у меня вот ручка сломалась. Вот здесь треснула, как я держала и вязала. В общем, в свое время я очень много на ней повязала шапок, и шапки были проданы. Вот, она у меня, она такая дорогая была, нереально, но я ее купила, я ее очень хотела. И после того, как закончился мой шапочный проект, в общем, машинка встала в дальний шкаф, на полочку, и я больше ей не вязала. И вот по переезду из города в деревню я, конечно же, привезла ее с собой, и у меня постоянно желание повязать на ней, и даже, возможно, в каком-нибудь из отчетов я вам покажу, как я это делаю. Про отчеты. Так, у нас в месяц будет 2 отчета, то есть первый отчет до 15 числа и второй отчет до конца месяца. И в данном СП нельзя совмещать другие СП. То есть если вы вяжете где-то там что-то и показываете в другом проекте, то нельзя это нести в этот проект. Я в каком-нибудь из отчетов обязательно покажу, как я вяжу. Мне еще нужно найти, вспомнить инструкцию, как набирать правильно вот на эти вот крючки, чтобы полотно было красивое, а не как попало. Вот. И мне нужно найти вот сюда вот приспособление, которое ведет нить вот сюда. В общем, чтобы все удобно было. Где-то у меня лежит, буду искать. Вот. И я же не сказала, что я хочу повязать. Как бы вязаные сумки я особо как бы никогда и не носила. У меня подруга очень красиво вяжет крючком, и она вязала моей дочке вязаные сумки. Но я как-то никогда для себя не вязала. Но последнее время, так как у меня много всяких процессов, я задумалась о том, что мне нужно связать процессные сумки. И вот я хочу именно связать вот такие вот мешки, используя вот всякие такие вот остатки. Хочу связать такие мешки и в середину
вшить тканевые, чтобы, если там в пакете в этой сумке будут лежать спицы, чтобы они из вязаного полотна не вылезли. Вот. В общем, идей у меня много. Хотела даже вязать, скажем так, из квадратов. Потом даже хотела вязать крючком бабушкин квадрат и как бы, ну, с одной стороны бабушкин квадрат, с другой стороны бабушкин квадрат. А вот тут вот прям вот как-то легла спать, и взгляд мой упал на шкаф, где спокойно стояла эта вот машинка. И я думаю, почему бы не повязать мне на ней. Вот. Проектных сумок мне надо много, так как я многопроцессница, чтобы у меня это все не лежало в каких-то там пакетах, каких-то сумках таких, ну, не очень презентабельного вида. Есть у меня, конечно, настоящие проектные сумочки, которые мне подарила Лариса Васильева. Спасибо тебе, Лорочка, за эти сумочки. Я их очень люблю, и там у меня хранятся, ну, и я вяжу их, мои любимые процессы. Вот. Ну и, в общем, рассказала кратенько, что у меня в планах. Сегодня постараюсь еще снять тег «Сумок много не бывает», так что приходите ко мне послушать ответы на мои вопросы и заглядывайте в гости на мои отчеты для этого СП. Дальше в инфобоксе у нас будут ссылки на всех участниц нашего совместного проекта и на организатора Валентину Романчук. Так что, кому, девочки, интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. Как бы присоединиться можно до 15 апреля, но если у вас совсем что-то там не получается, и вы, например, заканчиваете какие-то СП, можно связаться с Валентиной, либо ей написать в комментариях, либо в чате в Вайбере у нас есть специальный чат к нашему совместному проекту. Он, кстати говоря, ссылка на него есть у Вали под приглашением в совместный проект. То есть связаться с организатором и предупредить, что, например, я там немного задержусь, и я думаю, что организатор обязательно пойдет вам навстречу. Ну, а на этом буду заканчивать свое видео. Пожалуйста, переходите к организатору, смотрите ее приглашение и присоединяйтесь к нашему совместному проекту, потому что вязать в компании всегда веселее, чем когда ты вяжешь в одиночку и можешь даже и закинуть свои процессы. А так, когда участвуешь в совместном проекте, это как-то стимулирует на то, чтобы продвигать процесс, заканчивать его, это самое главное, потому что вот как у меня бывает такое, что я прям загорюсь каким-то проектом, а потом он может завалиться в распуске, вот, так что, ну, такое вот у меня вступление. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Смотрите мои видео, я снимаю для вас. А на этом пока-пока. Встретимся в следующем видео.